Боже, знали бы вы, как меня бесит этот... Я даже не знаю, что это, я никогда не включала вот эту вещь, но она меня в кадре так раздражает, это просто кошмар. Блять, ее еще и везде видно. Добро пожаловать в креативное логово Лизы Мадрид. Логово креатива и творчества. Я уже на 2-м семестре филммейкинг. Учусь делать кино, учусь снимать кино, работать с камерой, работать с актерами, режиссировать, продюсировать. У нас сейчас начались очень отличающиеся уроки от прошлого семестра. То есть у нас сейчас есть продюсинг, например, это там, где мы составляем бюджет, у нас специальные программы, в которых мы распределяем там реквизит. Это у нас гардероб, в какие дни вы снимаете, какие есть специальные условия. То есть там, например, по одному скрипту была больница, и сцена в больнице. Нужно сразу, вот продюсер думает, так, что у нас в больнице? У нас в больнице должны быть 2 медсестры, 1 врач, может быть, пациент. У пациента у нас что? В руке аппарат ИВЛ, искусственной вентиляции легких. У доктора что? Наверное, планшет, бейджик. У nurses медсестер. Шапочки, одежда, тоже бейджики. Ну, вот такой вот пиздец. Этим занимается продюсер, и честно, я обожаю все планировать. Вы знаете, что я человек-планер. Я обожаю распределять бюджеты, управлять бюджетами, тратить деньги с умом. Как будто подводка к рекламе, но нет. Короче, я это все обожаю, и я как будто мне... Сейчас, честно говоря, я как будто больше хочу быть продюсером, потому что мне больше нравится брать чужие истории и, типа, преображать их, воплощать их в реальность. То есть, там, спонсировать, продюсировать. То есть, мой идеальный расклад — это Аму пишет сценарий, а я просто помогаю ему снимать. Блять, креатив так и хлещет. Что еще? Эдитинг. Мы сейчас монтируем кино про джакузи. Я его уже, естественно, сделала раньше всех. То есть, это прям полноценное уже кино, 10-минутное, короткометражка, которую нам нужно было смонтировать, там вот это по хлопушкам ты ориентируешься. Короче, очень прикольно. Hey, Don, do you want to try the bubbles? Sure. Недавно у нас прошел экзамен по звукозаписи, то есть мы же изучаем саунд-дизайн, саунд-продакшн, и недавно вот у нас буквально пару дней назад прошел последний тест, я его сдала на отлично, потому что я обожаю звук и работу со звуком, мне кажется, мне даже это больше нравится, чем синематография, чем картинка, потому что звук, вот эти все вот чмоки-чпоки записывать, это называется фулей, если что, фулей. А валла — это когда люди на фоне говорят, но на самом деле там неразборчивая речь. Знаете, когда в ресторанах, типа съемка в ресторане, и там на фоне якобы люди разговаривают. На самом деле они делают просто, чтобы вы знали, да? К чему я? Самое интересное я оставила, конечно же, напоследок. Самое интересное — это, конечно же, скринрайтинг, где мы пишем наши сценарии. У меня сейчас уже мой сценарий финального фильма на 15 минут. Он готов, я его написала. Снимать я буду это все в России, пока что в тайне будем это все держать, потому что у меня идея, которая вот, опять же, вот тут вот. В этот раз мой препод жестко оценил мою идею. Он, когда только прочитал синопсис, он такой, бля, это очень интересно. Приветики из моей комнаты. Моя жизнь за границей на самом деле не такая легкая, как может показаться. Когда я остаюсь одна, вне универа, я пребываю часто в состоянии глубинного одиночества. Но у меня есть одна интересная фишка. Из-за моего СДВГ есть такое ощущение, что человек пребывает в моей жизни только тогда, когда он вот физически присутствует здесь и сейчас. Мы можем быть очень близки, я могу думать о нем каждый день, но если он просто вот возьмет и исчезнет из моей жизни на месяц, и мы не будем там общаться часто и все такое, для меня он исчезает, и в голове остается пустота. И самое болезненное, что так происходит даже с родными. То есть я не умею скучать. Мой мозг как будто стирает просто воспоминания, чтобы меня обезопасить. Но в психотерапии я поняла, что нужно себе напоминать об этих простых вещах, и тогда ты будешь чувствовать себя лучше. Все мои родные на самом деле живут во мне, в моих привычках, в моих взглядах на жизнь. И расстояние, каким бы оно ни было, эту связь не обрывает. И я хочу напомнить вам про сервис онлайн-психотерапии «Ясно», где вы можете найти своего специалиста под свой конкретный запрос. И вы начнете разбираться в том, что происходит внутри вас из любой точки мира. Их профессиональная служба поддержки поможет вам по любым вопросам, и я рекомендую сразу раскрыть все факты, и вам смогут подобрать вручную психолога, если самостоятельно с помощью анкеты не получается. По моему промокоду Мадрид вы получаете скидку 20% на первые 3 сессии, и это отличная возможность почувствовать контакт со специалистом или попробовать разных, если хочется. Так что будьте здоровыми и счастливыми, а мы едем дальше. Смешная история. Один из наших одногруппников, не буду говорить кто, он написал скрипт про детектива, и что это детектив, у него дома стоят куклы, и в какой-то момент он понимает, что эти куклы, в них заперты люди, которые пропали, и он смотрит на эти куклы и понимает, что они выглядят точно так же, как и все эти пропавшие люди. И наш препод говорит: ребята, у вас такие сценарии, где интересно, а сделайте мне куклу, я поставлю, говорит, себе на полку.
Будьте осторожны с вашими желаниями. Мне нельзя говорить, что человек что-то хочет. Вот так вот получилось. Это, если что, не еврейская шапочка, это волосы. Таня сделала, помогла мне. Переходим к самому интересному. Director's Craft. У нас в этом семестре мы снимаем 2 фильма, 3 даже. Первый — это 35 миллиметров, то есть это будет такая старая камера, как, знаете, не знаю, пленочная. Второй — это POV, Point of View, про который я вам сейчас буду рассказывать. Point of View, суть в том, что это одна и та же история, одни и те же реплики, но от 2 разных людей. Его Point of View и ее Point of View. У меня история основана на книге Attached. Это история про 2 разных типа привязанности, книга о психологии. На русском она называется «Подходим друг к другу». Если у вас избегающий тип привязанности, вам сложно формировать близкие связи, и вы замечаете, что как только становится близко, вы такие: ой-ой-ой, что-то как-то too much, то я вам очень советую эту книгу. Я, например, тревожная и избегающая. У меня бывают ситуации, когда человек сразу ко мне очень открытый и сразу готов со мной встречаться, и сразу он меня и любит, и уважает, и вообще все к моим ногам, и меня это пугает. Я начинаю такая: ой, пока. А если наоборот, мне очень нужно завоевать внимание человека, но он меня выбирает только наполовину, я становлюсь прям, вот я цепляюсь за этого человека, и я становлюсь тревожной. Я вообще дикая. На основе этой книги я придумала такой замечательный сценарий, который называется «Слишком близкие», too close, да? Синопсис у нас такой, что 2 человека с разными типами привязанности очень долгое время дружат, они оба понимают, что у них больше друг другу, чем дружба, но из-за того, что они вот такие вот разные, случается полная жопа. Провал, крахмал. Вот мои инспирейшены, вот такое вдохновение. Я не знаю, почему у меня одни азиаты в Пинтересте, ну ладно. Короче, вот такая вот у нас, да, задумка. Вот такие локации. Я, да, съездила уже, все посмотрела, все нафоткала. Мы будем снимать одну часть на улице, как ребята возвращаются домой с работы вместе, и вторую часть я снимаю уже в апартаментах девушки. Гардеробчик у нас, да, вардробчик, outfits, вот такой вот. Должны быть прям такие офисные кобры. Пропсы, все очень просто. Вот так вот мы составляем презентацию, да, чтобы нам было все визуально, наглядно, очень понятно. И 3-й фильм, который мы будем снимать в универе в этом месяце, это Collaboration Workshop. Это безумно интересно, потому что это конкурс. Будут выбраны только 5 человек из 11. Нужно снять рекламу. А вот это я, пожалуй, оставлю на следующее видео. Сейчас сфокусируемся на привязанных. Итак, первым делом мы едем за крафтом, то есть за ланчами. Я всегда беру обеды на всех, и на актеров, и на команду, но в этот раз случилось невероятное, я забыла взять обед себе. За 7 контейнеров пасты я заплатила 7000 рублей каким-то образом. А еще в этот день начался чемпионат мира по футболу, и все главные фанаты собрались в универе. Все делают вид, что они огромные футбольные фанаты. На самом деле все пришли просто, чтобы пиццу бесплатную поесть. Okay, which country you support? I don't know. I like Argentina. Oh, I like Argentina. like me, I'm a big fan of Argentina. But I also like France. To be honest, everyone got here only to get a pizza. Yes, I agree. Что у нас тут за пицца такая? Сырная, веги, пепперони, макарони. Прекрасно, но у меня кофе, никакой пиццы сегодня. Я пришла просто прикалываться, если честно. Here at the World Cup. This is the And day. MVP. Mexico, South Africa. Argentina fan. Argentina's being. Just want a free Chipotle, to be honest. Honestly, we should have predictions. Who do you think? Colombia's gonna win the World Cup. No. I'm saying who's winning? Who's winning today? Mexico's winning today. Mexico? Yeah, Mexico. Mexico, of course, Mexico. South Africa's gonna do a good match. They always do good. Не, ребят, вы чё? Авиасейлс победит. Pero si sabes qué es la polla. Cuando apuestas, o sea, cuando predices, cuando. Еще мы сделали вот такие паспорта для предсказаний побед, и если ты угадываешь, мы шутили, что весь следующий семестр учишься бесплатно. What should I write? Name national. OTS. Master shot with this thing. White lens. White lens. Close up. Let me get a close up. Oh shit. Итак, в этот день в Чипотле была акция. Приди в футбольном джерси и получи огромный Чипотле бесплатно. Американцы обожают такие акции, поэтому очередь из людей в джерси протянулась аж до парковки. Бесплатное Чипотле. Блять, я готова в этом джерси год ходить, не снимая. Манан, как главный фанат сокера, принес нам джерси, мне и Аму, и все остались сыты. Да еще и при деньгах. Все те же на манеже, бля. This is my favorite part of every shooting. Putting this electric shit in my car. Юви!
Самое важное перед съемками что? Правильно, хорошо позавтракать. Я уже выкладывала этот рецепт в ТикТок, но я хочу, чтобы его увидели все. Увидел народ. Сегодня мы приготовим тофу-панкейки. Берем 100 грамм тофу, перемешиваем вилочкой, разминаем вот так вот. Потом 2 яйца, точнее 2 белка отделяем, значит, от желтков, и 1 желток кладем к нашему тофу, размешиваем. 100 грамм греческого йогурта обезжиренного, столовая ложка сахара, 80 грамм рисовой муки, но я советую добавлять не все сразу. Перемешиваем. Что это? Чайная ложка... чайная ложка разрыхлителя. И соли чуть-чуточку. Перекладываем это все в блендер. Дальше 2 белка мы вот так вот взбиваем. Вообще надо до мягких пиков, но у меня руки не настолько разработанные. Белки вмешиваем туда же и добавляем оставшуюся муку, потому что у меня тесто вот должно получиться вот такое, как для блинчиков, только поплотнее, чтобы можно было вот такой вот горочкой выкладывать наши блинчики. Жарим на самом медленном огне по 5 минут примерно с каждой стороны. Они могут получиться вот такие бледные, да, а могут получиться румяные. И то очень вкусно получается. Они трясутся вот прям как японские блинчики. Я ем их либо с смородиновым джемом, либо с медом. Обязательно кусочек масла надо сверху положить. Это вообще очень вкусно. У меня случился полный пиздец. Короче, мои актеры, они должны были выглядеть вот так вот. Это мои актеры из универа, они бы бесплатно снялись, и они очень талантливые, они очень красивые, как будто, знаете, вот AI сгенерировал. Ты сказал, сгенерируй мне идеальную пару, и вот он это сделал. И они реально парочка в реальной жизни, то есть им бы было очень комфортно вместе, они уже все прорепетировали, у нас были готовы все костюмы, все было хорошо, но, к сожалению, случилась трагедия у девушки. Они не смогут именно в этот день участвовать в съемках, и я это выяснила за 5 дней до съемок. Ко мне уже едет моя оператор из другого города, и я в срочном порядке просто искала актеров в Лос-Анджелесе, кто сможет принять участие в съемках. Я выложила пост у себя, и кто-то из моих знакомых, подписчиков, скинул эту историю девочке-актрисе, и она мне написала: «Привет, я в LA, я готова сняться». Так что, кто бы это ни был, кто бы это ни скинул, спасибо вам огромное. Спасибо вам, подписывайтесь на мои социальные сети, потому что мало ли мне еще какая-то помощь, понадобится, я не знаю. Директор готов, а вы готовы? Ой, блядь, я как пасечник. Здравствуйте, директор фотографии, здравствуйте, главный оператор. Здравствуйте. Ура! Я просто сценарий. Ура, приветики. С маковым рулетом. Он Серьезно? немножко горький, но... Спасибо большое, я так хотела какой-то трит сегодня себе. Довольный человек, очень хотела в дринке. Тут ни одна съемка и ни один мой день, клянусь, ни один мой день не проходит без дринки-то, честно. Я перед универом просто каждый день езжу сюда и беру себе какой-то напиточек. Мой любимый — это almond milk, капучино горячий, декаф. Без кофеина. В этот раз у нас экспериментальный мокко на миндальном без сиропа. На вкус как очень вкусный холодный какао. Вау, боже, а что так красиво. Я первый раз эти напитки заказываю. Ну все, значит, съемки пройдут успешно, раз такие напитки красивые. У меня как в этом. Откуда? Пимс. Пимс? Пеночка. Похоже? Да. Вкусно? Да. Эшкери. Лина рассказывает, что вот так здорово, наконец-то в Лос-Анджелес приехала. Она живет в Аризоне. Она говорит, вот в Калифорнии так круто покупаться. Завтра едем купаться. И вчера мы купались. Я говорю, а что, в Аризоне нигде не покупаешься? Потом я понимаю, что Аризона — это ж, блядь, пустыня прям по факту. В ванной! Я просто, Лиза, не знаю, что там все настолько богатые, что могут себе каждый позволить личный бассейн у дома. Это правда? Да. Либо джакузи, либо бассейн. Слушай, ну все равно, когда спрашиваешь, а где ты купаешься, в море или в океане? Я купаюсь в джакузи. Ебать. God bless you. Biggest screwdriver in the world. I'm just making backstage for the vlog. Все, вся команда в сборе. Вот такие вот прекрасные люди, значит. Прекрасная квартира. Я вообще не понимаю, столько задач, столько всего надо сделать, но надо сейчас просто собраться с мыслями и все красиво отснять, правильно? Главное, чтобы Дипи не волновался. Да. У меня есть специальные для этого обои. Лина спрашивает,
Манана, ты кто сегодня? Он говорит, я гафер, грипп, first AC, second AC. Вообще могу быть кем угодно. Локации мы обычно ищем на специальных сайтах, типа Peerspace или Geekster. В этот раз я по ключевым словам ввела типа арт-пространство, художник, потому что моя героиня по сценарию художница, и мне попалась вот эта потрясающая квартира. Вообще, ребята, которые ее сдают, и есть художники, и это буквально их квартира, в которой они живут, творят и одновременно сдают для съемок. Просто если вдруг вы захотите снять что-то на Airbnb и обмолвитесь, что снимаете фильм, не дай бог, они завысят цену в 3 раза. Я была не только режиссером, но и контролировала звук, так как я писала его со своих петличек и не использовала универское оборудование. Ну, что ж такое-то сегодня у нас, блядь? I'm a very, like when people be like, oh my god, I can't function when I'm high, babe, I'm the most. Yeah, you're locked in. Yeah. I literally am so particular about what. Хочу выразить свою невероятную благодарность Ульяне и Йену за то, как они подготовились к съемке, потому что когда я увидела их сценарии, они все были исписаны разноцветными маркерами, все внутренние диалоги, все мысли. Это очень профессионально. Никнеймы Алины, оператора, и Ульяны, актрисы, я оставлю в описании. Лос-Анджелес, если вам нужны таланты, милости прошу. Okay, guys, I'm ready. Sound. That explains your whole personality. Wow, so I support you privately. Publicly I judge. Мы просто на секундочку отвлеклись, мы снимали. Смотрим, а Diamond уже ест ice cream. Girl, where you find it? The ice cream man. Ice cream man came to He you? had the little wagon. Y'all didn't see him? He just jumped from the He sky. heard me say that I needed some ice cream. Because I just said I need a popsicle. Diamond! Some waters. Sodis! Do you drink water during the day? No water at all? Okay. All right. And then what are you drinking during the day? Sodies. Sodies. Sody pops. Okay. No, the ice cream man needs to come back so y'all can get y'all some popsicles. По ходу съемки я режиссирую каждую реплику, то есть говорю сабтекст для диалога актеров. Подтекст, извините. But maybe he's like scared. Yeah, he is. This is the whole point, but he's trying. Avoid it. Avoid it. Yes. Avoidment attachment. You're just trying to handle it, so don't be so disappointed. Don't be so disappointed. You're like a little bit asshole in this moment, so you're like. Будут какие-то, ну, типа, перебивки, которые отдельно хотела подснять. В тот момент, когда он уходит, а она, типа, немножко оборачивается, посмотря на него, типа, а он в этот момент, наоборот, на нее смотрит. I told him, record me. Manana, what are you recording? Me. Me. What the fuck? And then you say, yeah, sure. Yo, sorry. Lisa. Sorry. It's okay, but it's like Liza. Liza. Yeah, everyone calls me Liza in university. Manny, we need you. Дома мы заблэкаутили окно, свет из которого мешал нам создать вечерний вайб, расставили свет и приступили ко второй части съемок. Can you say that again? Короче, мы делаем клоуз... Секундочку, мы делаем клоузап ключей. Ключи. Мы немножечко сходим с ума уже после этой съемочки. Ключи. Production workshop. Oh, girl. Production workshop, you can kill me. Сворачиваемся. I feel like really like I'm burning or like... This is my alarm. Yeah. I was like, yeah, tell me in that. Hi, this is Uliana's mom. Today went really well. We're out here in Hollywood. It's like 80-something degrees. It was a sweaty set, but it was a good set. We got a lot of... We burned through the scenes very quickly. Uliana's a very talented actress. She carried me. I was really bad, but she made me look good, which is all I could ask for. That's rap! That's rap!
Но перед тем, как вы увидите результат, я хочу пригласить вас в свой ТикТок и Телеграм-канал, потому что там я публикую мини-влоги, например, о том, как прошли съемки остальных ребят. А еще там много лайв-контента, который я не показываю на Ютубе. Ну что, вы готовы увидеть Too Close? You didn't even react when Greg praised you today. Yeah, because when Greg praises you, it usually means more work. That explains your whole personality. Wow, so supportive. I support you privately. Publicly, I judge. See? I'm self-aware. Oh, it's a dangerous trait, and I don't know if I'd buy it. Why? Why? Because you're still here. You're enjoying bullying me way too much. Oh, I mean, that's you and me, you know? She's easy to be around. You know, I don't usually talk about these things. Yeah, but what happened with the therapy though? Oh, said I should be more emotionally open. That sounds healthy. Yeah, and then I skip my next appointment. Feels like something finally changed. This is getting too close. Don't let this become serious. You'll disappoint her. Well, okay, I don't want today to end. It was weird. Don't ruin it. Just act normal. All right, I should probably get going. Say something else. Don't leave it like that. Oh, I said too much again. He got uncomfortable. Great. Yeah, of course. Did I scare him? Was I too emotional? He definitely felt weird. She's cute. I should answer. Shit, I need cigarettes. Всем доброе утро. Я еду сейчас за филиппинским кофе Ube. Здесь есть же разные районы в LA, например, Little Tokyo, Little Bangladesh, Кореатаун и есть Little Таиланд. Поэтому сейчас мы с вами в Little Таиланде. Ебать, и сейчас нас собьет машина. Вот так у нас выглядит Little Таиланд. Нам с вами нужно кафе «Обед». Это почему-то буквально единственное место, которое открыто в этом районе. Видимо, Таиланд сейчас переживает не самые лучшие времена, но пойдемте. Местечко оказалось ого-го какое интересное. Во-первых, все очень яркое и красочное. Именно таким мне и запомнился Таиланд, честно говоря. Как будто цвета там воспринимаются насыщеннее, как сатурацию выкрутили на 200. В меню, конечно же, филиппинский айс-кофе и куча выпечки с Ube, фиолетовой сладкой картошкой. Это потрясающе, но очень сладко, но потрясающе. На обед мы собрались с нашим пупуса-гэнгом, чтобы обсудить насущные проблемы киноиндустрии. That's so amazing, because you know, think about it, when you start shooting, you don't have the resolution yet. Well, especially with a TV show. TV show is fine. The TV show, you build the world, because when you pitch a show, you have to have the pilot script locked, and you have to have the show Bible. Вечером мы пошли посмотреть футбол и попить пиво, но момент, как мы договаривались, это достойно попасть во влог. But you're underage, you cannot drink. On 3.
Пупуса! 1, 2, 3, 4. Пупуса! Unite. Так, ребята, снимаю вам экстерьер шот. В общем, мы пришли в заведение Republic. Это французское заведение. Сейчас я расскажу вообще его вайб. Посмотрите, какие мы красивые. Алина переоделась вот так вот, значит, немножко подкрасились мы. Мы сегодня отмечаем такой, типа, небольшой рап моей съемки. Ну, спасибо, блядь, курочка гриль едет. Короче, мы приехали отмечать рап во французское заведение. Его прикол в том, что оно открыто только на завтраки в любой день недели, кроме субботы. Сегодня суббота, и оно открыто для ужина с 7 вечера до 11. Я не знаю, как они вывозят, типа, по выручке, но прикол в том, что они существуют уже лет 5, и у них все офигенно. Они работают каждый день с 9 утра до часа дня, 4 часа. Как это возможно? Видимо, там реально очень вкусно, что сюда стоят очереди, потому что по отзывам сказано, что месяц люди ждут, месяц записи. Пошла. Вы куда, девушка? А я до бара. Этот ресторан снаружи кажется совсем небольшим, но оказалось, что это просто помещение квадратов 500 с 4 разными залами, потрясающе спроектировано и задекорировано под такое средневековье, и вот нас уже ведут к нашему столику. Thank you. Итак, нас уже посадили, слава богу, не в тюрьму. Короче, принесли коктейли. У меня есть прикол. Мы вот сейчас ждали 20 минут, пока нас посадят, потому что тут огромная очередь. У меня на такой случай всегда есть дежурная пачка орешков. Нам принесли коктейльчики, я взяла что-то с джином. Cheers! Ух! У меня очень жестко. Но это лучший коктейль без сахара, который я в жизни пробовала. Попробуй, тебе не понравится, но это очень вкусно. Он со вкусом перца. Это перец, джин, и я чувствую как будто немножко оливкового масла. Это очень классный коктейль. Вау, потрясающе. У меня стильный коктейль такой, знаешь. Понятно, почему ты один хотела. Это коктейль для директора. Очередные хорошие новости. Нам принесли суп в подарок. Точнее, Алине, потому что в моем супе была какая-то пластиковая хуйня. Но сейчас мне принесут новый. Thank you so much. Пробуем суп. Из 7. Он тайский. Он прям с лаймом и с имбирем, да, что-то такое. Суп-пюре. Не из том-яма, а другой том-ка. Том-ка, да, это он. Бля, мы же сейчас наедимся супом и все. $35. На тарелке. Итак, вот такая у нас, значит, паста с English pea, типа английский горох. Интересно, чем английский горох отличается от обычного? Спойлер, ничем. Ничем, спойлер. И вот такая лобстер-паста. Let's fucking try this shit. У меня тоже возьми этого крабика. Это пиздец. Он очень вкусный. Lobster. Iraq lobster. Идите все нахуй. Итак, самый важный момент в истории человечества. Лиза Мадрид пробует английский горох. English fucking pea. Я просто очень люблю пармезан. Просто пиздец. Я его готова есть совсем. Я готова пармезан насыпать на пончик шоколадный. Но здесь в обычных магазинах сложно найти хороший пармезан. Это правда. В Whole Foods хороший продается, вот именно в сырном отделе. У нас не водятся такие магазины. У вас нет в Whole Foods? Боже, как вы все живете в этой Аризоне. Друзья, переезжайте срочно в Лос-Анджелес. Пробуем? Пробуем. Вау, он такой нежный. Разнос. Очень вкусно. Это пиздец. Итак, я отдала в этом ресторане $200, но ни разу не пожалела, потому что эта посыпка из сублимированной малины сделала мой день. Ну а на этом мы заканчиваем. Следующий влог будет уже из России, дай бог. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Publicly. Are you gonna punch me? Yeah. I'm ready. I support you privately. Publicly, I judge. I don't know. I'm sorry. Maybe I will get it. I support you privately. Publicly, I judge. Just say it. Why not judge? Why judge?
doing? Just blue post?